Всем привет! Это показывает «Не Москва», программа о жизни российских регионов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. И помните, даже если Кремль далеко, он вас достанет или уже достал. Из этого выпуска вы узнаете, почему Бастрыкин решил запретить никабы, а Кадыров выступил резко против, насколько стремительно растут кладбища с захороненными участниками войны в Украине, сколько нужно смекалки и смелости, чтобы перебираться через реку без моста, где открылся сезон коммунальных фонтанов и что делать, чтобы медведи не приходили в гости к людям. Жители Новороссийска пожаловались на патриотическую подсветку своего многоэтажного дома. С наступлением темноты он разукрашивается в цвета российского триколора, и его обитатели опасаются стать мишенью украинского дрона. Заверение властей о том, что подсветка безопасна, не особенно сильно успокаивает людей. И тут вспоминаются многочисленные случаи, когда жители России жаловались на сочетание желтого и синего в дизайне домов и других объектов. И вот теперь получается, что жить под прикрытием такой цветовой комбинации гораздо безопаснее, чем под бело-синий-красный. Не станет же вражеский беспилотник атаковать цели в цветах родного флага. Жители Грайворонского района Белгородской области, куда беспилотники прилетают регулярно, записали обращение к Путину. Они требуют сдвинуть линию боевого соприкосновения, обеспечить местных детей статусом «дети СВО» и гарантировать им бесплатные места в вузах, а также увеличить компенсации за жизнь под огнем и обеспечить людей жильем в безопасных регионах. Доступ в округ практически ежедневно выглядит как сражение за жизнь. Добраться домой под сбросы с вражеских дронов, преследующих гражданские автомобили, для нас считается удачей. Но даже придя домой, мы не можем чувствовать себя в безопасности, потому что жилье также становится целью ударов террористов. Люди не в силах самостоятельно защитить свою частную собственность. ВСУ сжигают дома, наносят по ним удары с помощью различных видов оружия, в том числе с помощью БПЛА с горючими веществами. В прошлом выпуске мы рассказывали о том, что пожарные белгородчины больше не ездят в прифронтовые села, потому что боятся попасть под удары дронов. Губернатор области Гладков пообещал раздать местным жителям огнетушители, чтобы они сами боролись с огнем. И свое слово чиновник сдержал. Сегодня, 30 июня, нам раздали огнетушители бабе Шуре. 84-й год. Она будет лазить по крыше и бегать по соседям, тушить дома. На этой неделе выяснилось, что одних огнетушителей недостаточно, потому что беспилотников прилетает слишком много. Поэтому местным жителям раздадут еще и пожарные установки на тележках. В них входит помпа, емкость для воды, шланги и спецодежда. Гладков даже опубликовал видеоролик, поясняющий, что делать после прилета. Прежде чем запустить данный насос, необходимо проверить уровень топлива. Устройство бака позволяет это сделать визуально. В случае отсутствия топлива данный прицеп оснащен ящиком для хранения запасных горюче-смазочных материалов. После проверки уровня топлива необходимо приступить к запуску насоса. Прежде чем запускать насос, требуется развернуть пожарный рукав. Обстановка в регионе действительно неспокойная. Его не только обстреливают ВСУ, но и терроризирует российская армия. Она регулярно роняет на Белгородчину бомбы. Только за последние 2 дня российские военные скинули на область 5 авиационных бомб, а за 4 месяца не менее 120. Но почему-то в обращении местных жителей к Путину об этом не говорится ни слова. А что касается украинцев, которых они называют террористами, то жителям Грайворонского района неплохо бы задаться вопросом, а был ли такой террор со стороны соседей до 24 февраля 2022 года. Следователи отказались возбуждать уголовное дело по факту смерти белгородского волонтера Александра Демиденко, помогавшего украинским беженцам. В апреле он скончался в СИЗО. По официальной версии ФСИН, волонтер покончил с собой, вскрыв вены. С начала полномасштабной войны в Украине Демиденко помогал украинцам, которые выехали в Россию, возвращаться домой. Он подвозил их до границы, давал ночлег у себя дома. В октябре прошлого года его задержали у КПП «Колотиловка», когда он помогал переходить границу пожилой украинке. 3 дня спустя силовики привезли Демиденко домой и провели у него обыск. Тогда его жена заметила на его теле следы пыток, а сын волонтера позднее заявил, что над его отцом издевались бойцы чеченского Ахмата. Он позвонил мне и сказал, что его пытали, привязывали к батарее и стреляли ему под ноги. Говорил, он был так подавлен, что готов был покончить жизнь самоубийством. Мне трудно понять, что может происходить с человеком после пыток. Я очень сомневаюсь в том, что
о том, что такое могло произойти. Я думаю, что в любом случае это доведение до смерти. Осенью Демиденко арестовали на 10 суток и отправили в СИЗО по делу о незаконном обороте взрывных устройств. По версии следствия, волонтер хранил дома оружие времен Второй мировой войны. Позднее против него также возбудили уголовное дело о госизмене. По словам сына Демиденко, его отца должны были этапировать в Петербург, и он просил передать ему чистое белье и другие вещи. Поэтому в версию о самоубийстве его близкие не верят. В заключении патологоанатома галочка в графе «суицид» не стоит. На лбу у отца нашли ссадину, левое ухо синее, и не было никакой предсмертной записки. А я думаю, если бы отец решил покончить с жизнью, он бы что-то нам написал. Мама, ты моя жизнь. Ты моя. Я выдержу. Все выдержу и выйду отсюда. А если ты выдержишь, значит и я выдержу. У меня смысла другого в жизни нет сейчас держаться, только ты. Это мой смысл. Я тебя каждый день в камере своей вижу. Сейчас в Белгородском СИЗО находится волонтерка Надин Гейслер, тоже помогавшая украинским беженцам. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности против безопасности государства. Отчим активистки рассказал, как с ним и ее матерью беседовал оперативник ФСБ. К нам заявился оперуполномоченный и начал давить на нас, чтобы мы уговорили Надю признаться во всех грехах, что она шпион чуть ли не американский. Также, что в Германию она ездила, что ее там завербовали, что она хочет приехать в Украину, чтобы она призналась прямо здесь, что мы все это знаем, что мы все врем и Надя врет, что это ее последний шанс признаться во всем, а то потом будет плохо, будет хруст костей, и не только Надиных. После истории с волонтером Александром Демиденко в эти угрозы почему-то веришь, а чувство беззащитности невинных людей перед садистами в погонах охватывает ужас. Из-за войны в Украине в Иркутской области 2 местных кладбища за год увеличились в разы. Это заметили местные активисты, которые сравнили свежие снимки на Google картах с прошлогодними. На так называемой аллее героев Александровского кладбища в Иркутске число могил увеличилось почти в 6 раз, а на кладбище в городе Шелихово в 4 раза. На обновленных снимках нет кладбища в Ангарске, где также находили множество могил убитых в Украине военных. По данным из открытых источников, всего за время российского вторжения погибли 1234 жителя области. Но понятно, что реальные потери гораздо больше. Активисты Иркутска поддержали петицию, обращенную к Владимиру Путину, с требованием публиковать поименные списки россиян, погибших за время войны. Владимир Путин 5 июня впервые лично озвучил потери российских войск. По его словам, Россия теряет 10 тысяч человек в месяц убитыми и ранеными. К этой цифре нет доверия, но даже она чудовищна в своем масштабе. Для сравнения, за 9 лет войны в Афганистане официальные потери советских войск оцениваются в 15 тысяч человек. В 2 чеченских кампаниях потери федеральных сил составили около 11 тысяч человек. Пока россияне десятками тысяч гибнут на войне, приглашение на нее выглядит как чистая издевка. У кладбища в селе Киндери под Казанью появился щит с рекламой контрактной службы и слоганом «Присоединяйся к своим». Призыв удивительно актуальный. Официально Татарстан является 2-м регионом Поволжья по числу погибших на войне в Украине. Где-то в Донецкой, Запорожской или Херсонской областях навсегда остались 1453 уроженца республики. Но властям Татарстана, видимо, этого мало. Между тем, мэр Моршанска доходчиво объяснил местной жительнице, за что ее брат погиб в Украине. Чтобы наши дети сейчас отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш благоустраивался, чтобы были спортивные площадки, чтобы мост наш наконец отремонтировали, чтобы набережная у нас была. Вот за все за это погиб ваш брат. Получается, чтобы установить детские площадки или отремонтировать дороги в небольшом городке на Тамбовщине, нужно усеять трупами его жителей Авдеевку или Угледар. И, видимо, мало еще мужчин погибло в чужой стране, учитывая, какая в России беда с мостами. В селе Новоуйка Омской области из-за размытой переправы гроб с телом ветерана Великой Отечественной войны пришлось перевозить на другой берег на лодке. На кадрах видно, как несколько мужчин выгружают гроб из «Газели» и осторожно спускают к воде. На противоположный берег они перебираются, держась за веревку. После того, как ролик широко разошелся по соцсетям, глава района заявил, что всему виной весенний паводок.
Временная переправа через реку была повреждена в период половодья в апреле-мае 2024 года. Ее восстановление было затруднено по причине повторного повышения уровня реки Шайтанка в июне 2024 года после обильных осадков. Поэтому люди не смогли попасть на кладбище и убраться на могилках своих родственников. На сегодняшний день временная переправа восстановлена. Похоронный ролик собрал десятки едких комментариев. Местные жители обвиняли власти в воровстве и корили англосаксов, которые мешают построить в селе нормальный мост. А упоминание о том, что ситуацию взял под личный контроль Александр Бастрыкин, вызвало откровенные насмешки в адрес уже главы Следственного комитета. Сейчас у мужиков все документы проверят, кому лодка принадлежит, найдут нарушение правил судоходства и прочее. Если судить по сообщениям СМИ ВКонтакте, то за последние сутки Бастрыкин взял под свой личный контроль десятки дел по всей России. С работоспособностью главы СК России может сравниться только наглость его пиар-службы. А вот жители деревни Духовка Курганской области, где часть моста через реку Исеть тоже разрушила паводком, не стали ждать помощи властей и сами соорудили недостающий фрагмент переправы. Правда, нормально воспользоваться им могут не все. В этом году вот такое было водополье. И у нас это единственный мост. Вот в таком состоянии. И вот чтобы нам попасть в деревню, переползаем через доски. Вот чтобы попасть куда-то, вот она сейчас поползет. Туда ползла и обратно вот ползет. Машины экстренных служб по такому мосту в деревню проехать, разумеется, не могут. И глава района пообещал жителям отремонтировать переправу через 2 месяца. А пока посоветовал воспользоваться дорогой через село Рафаилово, которое находится в соседней Тюменской области. Расстояние между ним и Духовкой 44 километра. Ну не через Москву же предложил ехать, и то хорошо. Жители карельской деревни Южкозеро сами скинулись на ремонт разрушенного моста, но гарантии, что его восстановят, все равно нет. Единственная переправа, соединяющая одну часть деревни с другой, рассыпается на глазах. Приезжаем на мост со стороны острова. Люди боятся проехать по этому мосту, думают, как бы им не провалиться. Вот такие вот гнилые трухлявые доски, пни, которые разваливаются. И вот в таком виде находится вот этот мост. Люди уже сами ложат себе какие-то подмостки, доски, чтобы в случае, если машина поедет, чтобы съехать и не провалиться вот в эти ямы. Несколько лет назад власти заявили, что ремонт возможен только по программе поддержки местных инициатив, то есть при условии софинансирования со стороны населения. Люди собрали 400 тысяч рублей, а власти выделили больше 3 миллионов. Но этого хватило лишь на треть 100-метровой конструкции. Остальная ее часть гниет и разваливается. Мы обращаемся к вам с огромной просьбой, с помощью, с мольбой. Участники Великой Отечественной войны не могут нормально жить и существовать, не могут дождаться скорой помощи, не могут приехать пожарная часть, родственники и все остальные люди. В местном дорожном фонде заявили, что денег на строительство моста нет. Ну а как может быть иначе, если они брошены на то, чтобы бомбить мосты в Украине и гробить жизни россиян за детские площадки, дороги и набережные? Муфтият Карачаево-Черкесии вслед за муфтиятом Дагестана временно запретил женщинам носить никаб. Это женский головной убор, полностью закрывающий лицо с узкой прорезью для глаз. Решение было принято после резонансного выступления главы Следственного комитета Бастрыкина, который призвал срочно запретить ношение никабов и связал это с недавними терактами. В Дагестане последний теракт кто совершил? Исламисты, террористы. В ростовской тюрьме кто совершил? Террористы, исламисты. Но они даже смогли принести свое знамя исламского террора на нашу территорию. Поэтому срочно в Госдуме надо реагировать на эти явления. Коли мы завозим сюда людей, это отдельная тема, надо, не надо, я считаю, что не надо. Вот. Мы должны регулировать их поведение через принятие новых законов. Как выглядит причинно-следственная связь между никабом и терактом, Бастрыкин не уточнил. Но, видимо, вот так. Личико-то открой.
Эксперты, которые предметно занимаются Северным Кавказом, уверены, что никаб и теракты никак не связаны. Важная, но не единственная, конечно, причина событий в Дагестане – это полицейский террор, который направлен против любых отклонений от официального, сросшегося с властью ислама. Как следствие, местная молодежь радикализируется и уходит в течение, где, по ее мнению, справедливости больше. Запрет на ношение никабов может только убедить ее в том, что она все делает правильно. Бастрыкин ничего не понимает ни в Дагестане, ни в исламе. И никогда не понимает. Они понимают только в полицейских операциях. У них есть у них есть только один способ работать с населением – это репрессии. Если в мечети имам призывает идти на войну в Украину, то это отталкивает не только радикальных мусульман, это отталкивает большую часть умных. И в этом смысле это ответ отчасти на вопрос, почему они не ходят в эту мечеть. Если муфтият, который имеет политические интересы, совершенно однозначно, если муфтият является бюрократическим продолжением государства в Дагестане, если этот муфтият замечен неоднократно в сотрудничестве со спецслужбами, в том числе в составлении списков неблагонадежных, этот муфтият навязывает своего имама в село, то это не только в Сергокалы возникает протест. Практически все села в Дагестане имеют мечети муфтиятовские и мечети не муфтиятовские. И сердца многих мусульман, они не с муфтиятом. По тем причинам, которые я перечислил. И когда муфти начинает говорить что-то о том, что, возможно, мы примем фетву о запрете никаба, почему они съехали с этой истории? Там временный запрет какой-то, вот хиджаба для защиты, временный запрет никаба для защиты хиджаба, потому что, они вынуждены лавировать. Они вынуждены лавировать между лояльностью государству и риском потерять вообще поддержку в уме полностью. И, собственно, перестать быть ценными для государства в ту же секунду. Вот, поэтому здесь вопрос, почему выбирают ту или иную мечеть, это вопрос большой, но простой в том числе, потому что выбирают ту мечеть, в которой есть искренность, и в которой они видят искренность, и в которой они видят тот ислам, который они воспринимают как приемлемый для себя. Другое дело, почему они идут в атаку на Дербент и Махачкалу и идут умирать, да, потому что они шли с открытыми лицами, они шли умирать. И там другие признаки показывают, что они были готовы к смерти, это была суицидальная акция практически изначально. Вот. А вот это уже другое дело. Это значит, что они не готовы смириться с тем, что их группа и они все теряют власть, которую они имели, тем, что у них нет будущего, того, которого бы они хотели для себя. У них нет суверенного будущего в России, потому что его нет ни у кого на сегодня. Его нет в Хабаровске, его нет в Новосибирске, его нет в Перми. Нет будущего у детей региональных элит нигде в Российской Федерации, даже у тех, кто не является мусульманами, никогда не был с этим связан. Заявление главы Следственного комитета раскритиковал глава Чечни. Рамзан Кадыров призвал Бастрыкина быть предельно аккуратным в высказываниях и не связывать ислам с террором. Не стоит путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов, которые могут называть себя как угодно, но ни в коей степени не имеют отношения к священным писаниям, будь то Библия, Коран или Тора. Если высокопоставленные чиновники уровня Александра Ивановича будут позволять себе делать такого рода заявления, это может закончиться крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране. Напрямую слово «никаб» Кадыров не упомянул, но нет сомнений, что его возмущение было связано с попыткой Бастрыкина покуситься на традиционные ценности. Политическая власть Рамзана Кадырова стоит в том числе и на исламе. И он как раз является тем человеком, который пытается усидеть на нескольких стульях сразу. И на стуле, кстати, чеченского сепаратизма. Вполне приветствую ему всеми чеченцами. Чеченцы воевали за свой национальный проект. И он у них наиболее оформлен именно как проект всего народа, как независимость от Российской Федерации. И Кадыров не может это отрицать в целом. Да, он не может от этого отказаться полностью, потому что он потеряет любой авторитет в этой ситуации. Он не может отказаться от ислама, потому что его
как-то терпят, потому что он исламский, исламский лидер. Он же пытался довольно долго, он пытался стать вообще исламским лидером в России. И представителем, и амбассадором в исламском мире Российской Федерации, и главным мусульманином в Российской Федерации. Ему даже в какой-то степени это удавалось. Поэтому он играет ту роль, которую он должен играть. В целом складывается впечатление, что исламский радикализм сегодня в мире исполняет ту же роль, что 100 с лишним лет назад играла коммунистическая идея. Те, кто чувствует себя обездоленными, находят в радикальном исламе быстрый и простой ответ на сложные вопросы. Вся дагестанская молодежь, она имеет исламское убеждение, что совершенно логично. И это исламская республика, по сути, по населению, да, не по правлению, не по институтам государственным, их нету там, да, но по убеждениям люди мусульмане. И если начать проверять всех, то получится, что за красной чертой окажется вся республика, включая и второе поколение всей региональной элиты. Вот. Они приехали в гости к Хабибу Нурмагомедову, который является самым популярным, одним из самых популярных спортсменов в Российской Федерации, и не только. Вот. Они нашли там какие-то у него неуплаты налогов, в общем, не имеет значения большого. Начали искать в его в секции, в клубе его отца начали искать тоже экстремистов, да, и потенциальных террористов. Вот. То есть, в принципе, это очень опасное движение, да, власти. Они как всегда начинают с насилия и с жесткого прессинга, но в какой-то момент резьба будет сорвана. Вот. И здесь, мне кажется, они достаточно близки к этому моменту могут оказаться в ближайшее время, потому что нельзя против всего народа воевать, причем воевать жестко. Вот, собственно, с этим связана и реакция этой группы. Она связана с тем, что против дагестанских элит Москва начала воевать жестко. И они понимают, что у них нет будущего. А раз у них нет будущего вот в этой стране, значит, единственный вариант – это за нее бороться. За это будущее бороться уже в отдельном в сепаратистском проекте. Между тем, старшую дочь Кадырова Айшат наградили медалью за большие заслуги перед татарским народом. Церемония состоялась 30 июня в Грозном во время проведения первого в истории города татарского праздника Сабантуй, который знаменует окончание посевной. В чем конкретно заключаются заслуги Айшат перед татарским народом, не уточнялось. Но то, что власти Татарстана любят делать подарки детям Кадырова, неоспоримый факт. В октябре прошлого года глава республики Минниханов лично наградил орденом Дуслык Адама Кадырова, того самого, что жестоко избил в СИЗО Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. Дуслык – вторая по значимости награда республики, которую вручают, цитата, «за особые заслуги в развитии государственности Татарстана, обеспечении прав и свобод граждан». При этом, чтобы получить этот орден, сперва нужно удостоиться медали за заслуги перед Республикой Татарстан. О том, что у Кадырова-младшего уже есть такая медаль, ранее не сообщалось, видимо, из скромности. Интересно, что Адам получил орден вскоре после того, как депутат татарстанского парламента имел смелость раскритиковать отца и сына Кадыровых. Единоросса Азата Хамаева смутило, что Кадыров-младший избил Журавеля, а Кадыров-старший это одобрил. В каком правовом поле мы сегодня живем? Глава субъекта Российской Федерации, за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Очевидно, в Грозном на эти слова обиделись, поэтому глава Татарстана заявил, что это личное мнение депутата, и помчался в Чечню задабривать Кадыровых подарками. Вообще, казанские начальники любят делать сюрпризы коллегам. Тут можно вспомнить переименование Казанской улицы Эсперанто в улицу Нурсултана Назарбаева в 2015 году. Первый президент Казахстана к Казани тоже никакого отношения не имел, прямо как Айшат Кадырова. Но местные власти были почему-то одержимы желанием увековечить его имя. И их не смутило ни то, что Эсперанто была единственной улицей с таким названием в России, ни то, что местные жители выступали категорически против перемены, устраивая пикеты и подписывая петиции. В итоге городские власти просто поменяли ночью таблички на домах, а мэр Казани умыл руки. Я извиняюсь за те неудобства, которые с нашей стороны были допущены, но прошу отнестись к
этому с пониманием. Я вас всех слышу. Я вас всех слышу. Вы не слышите. Я вас всех слышу. Увековечивание памяти это не Еще раз, у меня, еще раз, это не пресс-конференция, я подошел, любому человеку именно подошел к вам и готов с вами встретиться в ваших дворах. Нет, успокаивать нас не надо, надо не проще ли новую улицу называть? Против никто не будет. Эсперанто! Мнение народа вообще не преступники. Берега потеряли. Так что не удивляйтесь, дорогие казанцы, если однажды вы вдруг проснетесь на улице Рамзана, Адама или Айшат Кадыровых, и вас никто не спросит, хотели вы того или нет. Для страны, в которой народ ничего не решает, эта ситуация стандартная, и касается она не только топонимики. Июнь в России стал месяцем проснувшихся коммунальных фонтанов и гейзеров. Рейтинг возглавил Новосибирск, где бьющие из-под земли струи воды поднимались то на высоту фонарного столба, то девятиэтажного дома. Мощные коммунальные фонтаны били также в Екатеринбурге, Казани, Калуге, Красноярске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге. А в Волгограде был замечен целый крупный коммунальный водопад. Там дождевые потоки размыли земляную насыпь и хлынули на дорогу. Кроме того, в разных городах России под землю проваливался всевозможный транспорт. В Барнауле в образовавшуюся из-за прорыва труб дыру затянуло легковой автомобиль. Под землю уходили также грузовики, микроавтобусы, мусоровозы и инкассаторские машины. В Оренбурге провал образовался напротив местного Эрмитажа. Никакой это не позор, это часть экспозиции, шутит местный телеграм-канал. Современное искусство, перформанс. Сибирские регионы переживают нашествие медведей, которые активно выходят к людям. Например, жительница города Усть-Кута Иркутской области наткнулась на крупного медвежонка, бродившего по местному кладбищу. Убралась, называется. Уйди отсюда, пожалуйста. Сейчас же мать придет, уйди. Уйди, пожалуйста. Сейчас мама твоя придет, я ее боюсь. Иди, мой хороший, иди. Еще один уже взрослый медведь вышел на автомобильную трассу. Абсолютно не боясь людей и машин, он принимал угощение прямо из рук. Что-то вообще бесстрашный медведь. К ним нельзя подходить. Ну это да, ну просто медведь-то вообще не боится. Всего в Иркутской области за неделю медведи выходили к людям 5 раз. Кроме того, их заметили на улицах Красноярска, из-за чего в городе ввели режим повышенной готовности и выставили на улицах вооруженные патрули. По мнению зоологов, причина в том, что люди просто не умеют с медведями правильно соседствовать. Во-первых, они разбрасывают пищевые отходы, что побуждает медведей выходить к жилым домам. Во-вторых, человек не оставляет зверям мест для обитания, вырубает леса и застраивает их своей инфраструктурой. Отстрелом отдельных особей проблему не решить, потому что место убитого медведя обязательно займет другой. Эксперты уверены, что людям нужно научиться ответственному соседству с медведями и для начала хотя бы прекратить их подкармливать, каким бы большим ни был соблазн, сделать забавное видео или фото. Это показывала не Москва, программа о жизни российских регионов. Новую подборку самых любопытных и важных событий мы представим через неделю. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ведь даже если Кремль далеко, он вас достанет или уже достал. До встречи!